Всем привет, вы на канале BuyLblog. Ну что ж, настало время интервью, и у меня сегодня в гостях Кирилл Брейда. Кирилл занимал раньше должность пиар-директора «Локомотива», а также пресс-атташе. Я думаю, многим будет интересно познакомиться с человеком, который раньше мог иметь прямой контакт с футболистами, и поговорим с ним немного о СОРЭР и как к этому вообще смотрят со стороны клубов. Потому что раньше мы брали интервью всегда либо у менеджеров, либо у администрации, но теперь я решил подойти немного с другой стороны и узнать эту позицию. Кирилл, привет. Привет, дорогой. Во-первых, контакты я сейчас могу иметь, да? Не только мог, в общем, в прошедшее время. Да, это понятно, но раньше-то ты как раз работал в «Локомотиве» в тот период, когда СОРЭР присоединился к «Локомотиву». Да. Давай сейчас немножко отойдем назад. Расскажи немного о себе, кем ты работал именно, что в твои обязанности входило. Ну, официально вообще так полноценно должность звучала директор по связям с общественностью клубных медиа, да, поэтому это, в общем-то, все внутренние каналы коммуникации, все наши соцсети, все наши площадки, где мы объявляли о сотрудничестве с СОРАРой. И то, что касалось пиара, там, отработка негатива, не знаю, сформирование своей повестки, там, согласование интервью, какой-то позиции клубной. Ну, в общем-то, ну вот все, что по сути в медиа есть от «Локомотива», это вот мы за это командой отвечаем. Расскажи такой момент. Ты был также пресс-атташе, то есть постоянно ездил с командой, то есть вообще пресс-атташе часто проводит время там общения с игроками, то есть есть ли у тебя какие-то там инсайды, остались ли связи с футболистами? Пресс-атташе все время на связи с командой, да, то есть проводит ли время, это здесь уже, в общем-то, все по-своему, но то, что ты все время на связи с точки зрения того, что на телефоне и головой, это да, потому что в любой момент может что-то случиться, не знаю, в 2 часа ночи выйдет новость, что там у Смолова коронавирус, и нужно, в общем-то, быть на связи или быть в курсе, как-то, чтобы это все оперативно отработать. Так, понятное дело, что на играх, на выездных матчах всегда вместе. Там, что касается тренировочного процесса, то нет смысла каждый день мешаться, по большому счету. Я здесь говорю же не только за себя, мы, в общем-то, команда, где и СММщик производит контент, и видеограф, и фотограф. Вот, поэтому, по большому счету, мы выбирали скорее там 1-2 медиа дня в неделю, а другие там 3-4 дня футболистов, ну пусть они спокойно на базе в закрытом формате занимаются, и зачем им мешать. А так, человеческие отношения, да, с кем-то поближе, с кем-то более профессиональные были, с кем-то, ну, после матча с кем-то общаемся, там, поздравляю с победой, что-то обсуждаем. Да. Скажи такой вопрос. Я уже до этого анонсировал, конечно, что ты был в момент подписания «Локомотива» и СОРЭР как раз на должности. Были ли какие-то там слухи, сомнения по поводу, что такое вообще СОРЭР, как это выглядит и так далее? Вообще ваше мнение всей команды какое было? Слушай, я на самом деле здесь что-то интересное не расскажу, потому что я сам тогда нифига не понимал. Я изначально человек, для которого все эти НФТ, блокчейны, там, это что-то для меня неосязаемое, нереальное, виртуальное, я плыву. То есть я понимаю, что такое фэнтези, например. Я фэнтези очень люблю. Там. Я играю в английской фэнтези, я там был топ-500 мира 2 года назад, там топ-5 России. То есть я прям, я хорошо. Тут я понимаю все. А здесь, когда сразу я слышу блокчейн, что-то мне уже становится не по себе, уже страшно, я уже не понимаю, что это такое. И в команде, в общем-то, большинство тоже просто не понимало, что это такое. По большому счету. То есть там что-то вышло, как бы там кто-то сколько-то стоит. Насколько я знаю, никто не играл, не следил из команды. Но я могу ошибаться. Потому что не следил я сам в первую очередь, а сейчас я думаю, дурак, зачем? Причем, когда мы объявляли о сотрудничестве, я думаю, и мы с ребятами общались, у меня есть там друзья-скауты, кто-то работает там в клубе премьер-лиги, кто-то работает там в агентстве скаутингом. То есть у меня там есть какие-то свои базы данных и что. То есть у меня было изначально желание действительно вот как-то вот вложиться, а потом что-то туда, и все. Но на самом деле мысль была правильная, потому что сейчас, если взять менеджеров, то каждый менеджер, он в своей роли там и скаут, и так далее. То есть я думаю, ты помнишь нашумевший телеграм-канал Заремы Салиховой, где она там выкладывала все вот эти новости о том, что там где-то какой-то агент что-то нашел, и многие менеджеры реально на этих источниках сидят, то есть ищут там и по трансфер-маркет. Если взять там интересных футболистов, да, Педро Гонсалвеш, до этого его покупали там за 50-100 евро. Сейчас она стоит 1,09 эфира за красную карту. Если брать уникальную, то ее сейчас можно купить там за эфиров за 10. То есть если переводить на доллар, то это 40 000 долларов.
Это уникальное. Уникальная А обычно карта. чуть больше $1000, соответственно. Обычная стоит около 3,5-4 тысячи долларов. То есть один эфир — это $3500, да, типа? Один эфир сейчас 4 с копейками 4. стоит. Ну вот видишь, а потом я уже думаю, мне уже стало обидно, цены уже выросли. Почему я не купил Жамалединова тогда? А этот Жамалединов уже дорогой, в сравнении. И я уже как-то вот... Это, на самом деле распространенная ошибка разных зрителей, да, которые там сейчас меня смотрят, либо же еще даже не зарегистрировались, а просто смотрят, как что растет. То есть, мы когда покупаем карты, они все равно растут в том или ином случае. Так как это блокчейн, здесь идет лимит карт. То есть какие-то выпускаются одна, какая-то 10, 100 и так далее. То есть из-за этого, чем больше менеджеров, тем больше спрос. Чем больше спрос, тем больше цена. То есть если сейчас стоимость такая, то через год она еще больше будет. Такой вопрос к тебе. Так как ты немного далекий человек от СРР, да, ты знаешь, что это есть такое, да, там цены растут, хочешь участвовать. Расскажи, как ты видишь, какие перспективы. То есть если я рассказываю перспективы, многие считают то, что не знаю, я амбассадор, и поэтому я восхваляю проект и верю в его будущее. Но как ты думаешь, что за будущим СРР? Слушай, я не могу сказать конкретно о СРР. Я думаю, что в принципе, если мы говорим об МФТ, о карточках футболистов, то за этим, безусловно, будущее есть. Да? Достаточно посмотреть там на тоже фэнтези АПЛ, насколько это популярно, какая серьезная потребность у людей, в принципе, играть в фэнтези-футбол. И просто большинство людей, они пока еще не до конца вообще поняли, что такое вообще крипта, что такое, вообще вся эта сфера, да. И я думаю, что с этим будущее, безусловно, есть. Я не знаю, просто СРР ли, или будут какие-то другие аналоги, другие конкуренты. Я думаю, что никто не дремлет, я думаю, что кто-то тоже будет появляться, я так думаю. Есть вопрос, опять-таки, в ваших лицензиях, правильно, с клубами, с лигами ли, с долгосрочностью этих лицензий. Но то, что будущее есть, 100%. Я просто пока для себя говорю, точно не понимаю, не могу оценить уровень рисков, поэтому, в общем-то, в этом моя проблема какого-то, знаешь, такого пользовательского недоверия. Это на самом деле большая проблема в том, что люди не доверяют и не понимают, о чем вообще этот проект. Но на самом деле, мне кажется, этот проект затмит букмекерские конторы. Потому что, как бы это ни звучало, но в букмекерке мы можем слить все. Да, в фэнтези-футболе мы если мы берем про АПЛ, да, мы покупаем туда входной билет, да, там фантим или еще что-то, и если мы проигрываем, то мы проигрываем. Здесь же мы вкладываемся в игроков. Да, но ты здесь говоришь, наверное, в большей степени... Смотри, большинство людей, которые играют в букмекерских конторах, большинство людей, это люди, у которых денег нет, которые приносят последние $100 в надежде это выиграть. У меня просто есть знакомые, которые работают. Контингент основной в большинстве он такой. Люди, которые хотят поставить $100 в букмекерской конторе и выиграть, но объективно уровень финансового образования не на высоком уровне, да, не соответствующий, потому что, конечно, это история абсолютно минусовая. И сколько времени должно пройти, чтобы образование этих людей финансовое стало соответствовать пониманию того, что такое блокчейн и как это все устроено, я думаю, просто это очень долгосрочный прогноз, но как долгосрочный может быть, да. Вопрос к тебе насчет по твоей профессии. То есть, так как ты был пиарщиком, да, и являешься сейчас у некоторых футболистов, насколько я знаю, пиарщиком, как ты смотришь вообще на пиар СРР, как они растут, как тебе это как профессионалу? Хотел бы поинтересоваться твоим профессиональным взглядом. Слушай, очень здорово, что сейчас пошел рост. Во всяком случае, вот тогда, когда мы запускали СРР, я хотел действительно что-то узнать, но я на самом деле просто не нашел нужного количества информации. То есть мне кажется, что вообще проект СОРАР идеологически вообще что это и в какой масштаб может вырасти, и уже с какое количество официальных клубов уже сотрудничает, он больше, чем то, что мы о нем знаем. Потому что не так давно я решил, мне там очередной раз думаю, все-таки поиграю в СОРАР. Ну, что делает человек в первую очередь? Я не знаю, там, СОРАР, ты заходишь там через телефон, да, потому что большинство пользователей, они через мобильное устройство. Мне стало неудобно. Я захотел приложение. Я захожу в Apple Store, пишу СР, нету приложения. Это первое. Мне кажется, приложение должно быть.
Вот, поэтому пиарить то, где нет приложения, где не совсем как бы удобный интерфейс мобильного телефона, это уже усложняет. Поэтому мне кажется, нужно просто в большей степени заняться упаковкой продукта, потому что сам продукт, ну, крутой. Мне кажется, нужно просто упаковать. А вот то, что были анонсы, там, допустим, с Ла Лигой, не видел его? Видел. Но, честно, даже если посмотреть на Инстаграм, то ты так и не до конца понимаешь, официальный это Инстаграм СРР или какой-то фейк-аккаунт. Ну, то есть, ну, нет впечатления того, что вот это какая-то вот серьезная компания. И я думаю, что вот самое сложное, как бы, заинтересовать пользователя, да, и довести его до его первого пользовательского опыта. И вот здесь как раз-таки, мне кажется, очень много недоверчивых людей, а это так иначе тема такая новая, неосязаемая для большинства. Мне кажется, здесь просто большинство потенциальных потребителей теряется. Кирилл, расскажи такой еще вопрос. Так как ты был в «Локомотиве», да, там общался тесно со всеми футболистами. Кстати, у Кирилла есть свой телеграм-канал, ссылочка будет в описании. Не забудьте подписаться, там очень много полезных инсайдов есть. Потенциально, кто бы мог играть в СОРР, то есть, может, у кого-то там есть предрасположенность именно как FIFA, либо же футбольному менеджеру, и кто бы мог из футболистов реально играть в СОРР, как Антуан Гризманн? Слушай, здесь, мне кажется, потенциал у многих есть, просто этот потенциал нужно вот всковырнуть, увидеть, да, то, чем ты, в частности, как бы занимаешься и должен заниматься. То, что футболисты, спортсмены, там, максималисты любят вообще во что-то играть и выигрывать, это у них в крови. То есть это такое, это больше не азарт, именно в плохом понимании этого слова азарт, да, мы говорим азарт про людей, которые могут пойти в казино и все проиграть. У них азарт, как с точки зрения какого-то, не знаю, спортивного воспитания. А у спортсменов воспитание всегда выиграть, всегда быть первым и так далее. То есть, не знаю, тренировка завершилась, и после этого обязательно там, Дима Баринов с кем-то поспорит, кто там попадет в штангу, или сможет ли он на воротах отбить чей-то удар, кто проиграет, тот должен 3 раза кувыркаться. И в этом участвует добрая половина команды. Вот, поэтому в самолете всегда кто-то играет, не знаю, в шахматы, Игорь Денисов там всегда играл, там, кто-то в карты играет, кто-то в Counter-Strike играет, кто-то даже играет в PSP. Еще есть такие, кто играет в PSP? Слушай, Гиля, да, я не знаю, PSP, но это вот такая штучка, да, я думаю, это какая-то новая версия, да, PSP-шки, да, они всегда с Майконом играли, причем, видимо, по сети локальной, да, как-то вот они, в общем, да. Я помню, я в первом классе учился, играл в нее. Я тоже. Ну, слушай, там сейчас такая графика, да. Короче, к тому, что спортсмены, я говорю, они всегда хотят выигрывать, во что-то играть, и при этом одновременно им нужно расслабляться, да. Здесь все равно идет какое-то расслабление, поэтому по-игротски, по духу многие бы запросто могли играть. Просто здесь нужно следить, я думаю, да. Слушай, ну вот смотри, есть тенденция, да, то, что футболисты присоединяются к СОРР. Не может ли это в дальнейшем плачевно сказаться на этом проекте? Потому что, ну, вот смотри, футболисты, да, там, как Антуан Гризманн, они, допустим, покупают дорогих игроков, большие карточки, да, там, возможно, если возьмем Бельгию, то там зарплата, естественно, поменьше. Не будет ли типа договорных игр для СОРР? Как ты считаешь? Ну, во-первых, в какой-то момент футболистам просто запретят покупать карточки. Те же спортсменам запрещено играть в букмекерские конторы, и за это следуют очень жесткие дисквалификации. Поэтому если поймут, что это возможно и в СР, тогда просто футболистам запретят, если профессиональным спортсменам покупать. Я думаю, это логично, да? Ну, да. Ну вот, да. Поэтому если у вас такие долгосрочные, идущие, грандиозные планы вытеснить даже букмекеры, то вы должны понимать, что футболисты играть не смогут. Но пока хорошо, что это не так, да? Ну, это понятно, да, там было бы странно, если бы Антуан Гризманн бы бежал и вместо того, чтобы там, не знаю, упасть в штрафной, забил бы гол, или же наоборот. Здесь надо просто это обсуждать, да, потому что, по идее, тебе, чтобы набрать баллы, ты должен хорошо сыграть. Хорошо сыграть, ты должен забивать, отдавать, ключевые передачи считаются же не только голы. Может быть немного другая иначе система, да, если мы берем 4-5 дивизион, понятно, то, что там отслеживать соперников нереально, но когда ты играешь среди первых дивизионов, да, когда уникальными картами, то ты там своих соперников знаешь, и там последняя игра в геймвике, допустим, да, там в понедельник вечером играешь, и ты понимаешь, что твоя уникальная карта, допустим, твоего соперника. Согласен. И просто взять там не выйти на матч. Согласен. Но
вот такой вопрос. Если же игроки... Но пока, говорю, пока хорошо вам, что проще зайти в букмекеры поставить через друг против себя. Пока проще. Ну, я надеюсь, что наши футболисты этим не злорадствуют. Ну, наши на нашем уровне, где работал, нет. Ну, а где-то в далеких дивизионах приходится крутиться. Возможно. Это понятно, это в Возможно. любом виде спорта, к сожалению, от этого никак не уйти. Если взять там баскетбол, в котором я крутился, это детский вид спорта, уже идет в контору и там все заряжается. Поэтому это ужасно. Но, допустим, игроки, которые присоединились к СОРЭР, как ты думаешь, они будут вообще в голове у себя думать, когда они выходят на матч, сколько они полезных действий выполняют? То есть, допустим, если защитник, он выполняет много обостряющих передач, да, следовательно, это потеря мяча, и это срезает у него очки. Будет ли он, наоборот, не играть там дальними передачами, а играть коротким пасом? Будет ли это у них в голове как-то? Слушай, тут я думаю, что нет. Но сейчас интересный момент, что в Англии, в АПЛ, голкипер Фостер, он, значит, пропустил 5 мячей от Ливерпуля, и в частности, по-моему, Салах оформил хет-трик. И самое интересное, что в этом туре, когда он играл против Ливерпуля, он еще и Салаха не просто купил, он еще и капитаном его сделал. А потом пропустил от него 5 голов. И, в общем-то, ну, он как человек взрослый, адекватный, говорит, ну, я же не специально пропускал, ну, это фэнтези, это футбол, давайте разделять. Но при этом некоторые болельщики, они тут устроили, что происходит. Это, кажется, Уотфорд. Да. Слушай, ну а вот смотри, в России, да, у нас специфические болельщики, то есть когда у нас все хорошо, да, мы не берем фан-сектора, да, там они всегда топят, а вот именно та аудитория, которая тусуется в социальных сетях. То есть когда все фигово, они там все матерят, когда все хорошо, они всех целуют. Если же игрок, да, в открытую скажет, что он играет в СОРЭР, выпустит там карту, не будет ли к нему потом вот этих вот всех претензий, то, что если он плохо сыграл, или же наоборот, якобы это он специально для карточки и так далее? Ну, нет, на данном уровне все-таки нет. На данном уровне просто развитие СОРЭР в стране, да, просто аудитория, к сожалению, большинство просто не понимает, что это и как это работает. И у нас же есть на настоящий момент фэнтези-футбол, который без денег, а на интерес, грубо говоря, где также учитываются очки, набранные в реальной жизни. Ну, пока я претензий ни одной подобной не слышал. Но я не слышал и от футболистов, чтобы они были увлечены фэнтези и играя. То есть в Англии эта культура, она уже набрала серьезный ход, у нас это просто пока нет. Ну, фэнтези вообще нам прибежало как из Америки. Англия там уже все погрузилась полностью. Я как раз записывал уже давно там первое свое интервью с Сунвой, да, это человек, у которого сейчас свой фонд по крипте, да, там они Blackpool называются, то есть там прям раскачались они на СРР, на других криптопроектах. Вот я с ним общался, то есть он говорит, да, то есть сейчас у нас в букмекерские конторы, если заходишь, то почти никого нет. То есть, ну да, люди сидят, но не так, как было раньше. Сейчас специальные там залы есть фэнтези-футбол, вот туда люди приходят и играют. Да ладно, в Англии? Да. Круто. То есть, как думаешь, вообще в России Я думаю, конечно. займется Конечно. Я думаю, вообще с Россией все на самом деле просто. Мы смотрим на те тренды, которые уже есть за границей, да, накидываем определенное количество лет и ждем это у нас. Это достаточно просто для прогноза. Давай теперь с тобой немного познакомимся с СОРЭР поближе, потому что у тебя далекое представление, ты также хочешь участвовать. Давай. Расскажу вкратце. Сейчас есть 5 видов карт. Белые — это обычные карты, которые выдаются бесплатно. И сейчас, что самое главное, СОРЭР сделали free-to-play. То есть если раньше мы могли в бесплатных турнирах с белыми картами участвовать всего 8 раз, и потом нужно было покупать карты, то сейчас как бы это на постоянку, если там у тебя денег нет, да, там, или ты еще думаешь, играть тебе в СОРЭР или нет, покупать, не покупать, то ты можешь там участвовать, играть там хоть 10, 20, 30, то есть, ну, бесконечно. А что такое участвовать в турнире, в 2 словах? Участвовать в турнире, то есть это фэнтези-турнир из 5 футболистов. Ты туда ставишь 5 карточек игроков. То Хорошо, есть, что такое фэнтези-турнир? Вот смотри, вот я играю в АПЛ, я знаю, что это конкретно АПЛ, а здесь фэнтези-турнир это что? Фэнтези-турнир здесь, также ты ставишь, также идут очки, фэнтези-очки. Только здесь, если ты АПЛ играешь в фэнтези, то там маленькая система скоринга, да, там за передачу, за гол, за отбитый. Ну и бонусы, да. Вот, то в СОРЭР их больше 100 штук. То есть у каждого игрока отдал неточную передачу, очки срезали, отдал точную передачу, очков добавили, ну, очки добавились, отдал финальную треть. Ну, то есть это, по сути, на выходе что-то примерно как оценка на Хускорт, в Опте, там, в Софе, там, в Инстат, индекс, это вот что-то, вот какая-то метрика у вас. То есть оттуда. метрика берется из Опты.
Из опта. Опта поставляет данные, и почти все данные, которые Опта поставляют, они тем или иным способом обсчитываются. Хорошо, супер. Я могу взять чувака из MLS, я могу взять его из, не знаю, чемпионата Китая, Да. России, отовсюду. Да. Или с тем, с кем у вас лицензия есть. Ты можешь взять игроков, которые были напечатаны по лицензии. Всё, ага. То есть была Корея, также МЛС есть, то есть почти Я уже понял. все Я топовые понял. клубы, да, там топовые чемпионаты лицензированы. Этих игроков ты берешь, и есть разные дивизионы. Хорошо, То есть, условно, там, извини, там, голый пас там, и большое количество, не знаю, обостряющих передач чувака из Китая будет по очкам соответствовать Салаху в АПЛ? да, Будет. да. То есть зачем мне дорогие карточки, я буду брать дешевых китайцев? Теперь сейчас объясню. Есть несколько видов дивизионов. Есть All-Star, да, там играют все. То есть, как ты говоришь, китаец, который будет играть, он наравне с Салахом. Они получают одинаковое количество очков. И в дивизионе All-Star ты получаешь также в награды, да, если попадаешь в призы карты, можешь также китаец получить, можешь также Салаха. Есть чемпион Европы. Дивизион. Там играют как раз-таки игроки из топ-5 чемпионатов Европы. И карточки ты получаешь тоже только топ-5 чемпионатов Европы. То есть также идет градация по дивизионам. Поэтому То карточки есть стоят самый разные деньги. премиальный турнир это вот тот, да, где все топ-5. Ну да, потому что Азия это там дешевые карты, то есть и в Азии на самом деле стреляют абсолютно все. Там Квон Ван Гуй какой-нибудь, да, который там сидит на лавке, может сотку выбить, да, то есть там 10 баллов, если смотреть по хускору. И принести Хорошо, и победу. мне фэнтези дадут, я плачу деньги за фэнтези. Просто раньше я думал, что в Сараре ты покупаешь карты, не знаю, там, на молодого талантливого парня, он начинает, не знаю, много забивать, его хочет купить Реал Мадрид, об этом появляется соответствующая новость, и все скорее бегут покупать его, и у меня он сразу дорожает, и я говорю, да вот, держите его, и заработал x10. Я думал, что Сарара в этом заключается, я не понимаю, что такое фэнтези еще есть. Нет, здесь больше акцент идет на фэнтези, то есть как раз-таки, если берем 4-й дивизион, да, самый приземленный, мы не будем брать там первый, если хочешь, конечно, то за первый дивизион ты получаешь за победу награду супер редкую карту уровня звезда, да, то есть это там Месси, Мбаппе, там, звездные игроки, то есть которые там будут стоить порядка 5-6 эфиров, и за первое место ты получаешь 3 эфира, то есть в сумме там 10 эфиров. Но карточками ты там играешь уникальные, да, вот сейчас Левандовский был продан за 135 тысяч евро. То есть, если готов такие деньги вкладывать, да, тогда ты, естественно, будешь отбивать. Если мы берем более приземленные дивизионы, это там 4-й, 5-й и 3-й, то, допустим, возьмем 4-й дивизион, за первое место ты получаешь также звездную карту, она стоит примерно 1 эфир и плюс пол эфира еще сверху в денежной Хорошо, я валюте. 1,5 эфира приобретаю, получаю в подарок, да, выигрываю. Да. Если я становлюсь первым, среди скольких участников? Все зависит от дивизиона. То есть Ну вот мы разобрали 3, 4, 5, там плюс-минус, да. Еще Ну, раз. 3, 4, 5, да, приземленный, как сказал, реальный дивизион. Не, я имею в виду от дивизиона, который ты выбрал. То есть если это All-Star, да, туда, где сборная Солянки, там и МЛС, и Азия в одном составе, то там примерно сейчас участников 7 тысяч. То есть мне нужно стать первым среди 7 тысяч, Да. чтобы выиграть там 1,5 эфира. Да. Вот. Но также у тебя есть призовые пороги, да, то есть там, грубо говоря, в дивизионе All-Star до 700-го места это наградный пул. То есть с 700 по там, 500 место получается чуть послабже игроки, с 500 по 300 чуть посильнее, и чем лучше у тебя место, тем ты выше становишься. Сейчас в среднем, то есть наградной пул идет 10%. Плюс, почему все лезут в Лигу All-Star, да, где сборная Солянка, там есть минимальный порог. То есть если ты минимальный порог преодолеваешь, то получаешь 1 либо же 2 сотые эфира. Окей, давай играть. Друзья, также у нас есть наш стандартный розыгрыш. То есть если мы раньше разыгрывали карты, то сегодня я так подумал и решил, что карту разыгрывать не будем, потому что Кирилл ее не сможет нам пока что еще подарить. Но мы будем разыгрывать деньги. Чем активнее вы в комментариях, тем больше у вас будет шанс выиграть 1000 рублей себе на мобильный телефон, либо же на карту вашего банка. Если же вы находитесь там в Украине или же в других странах, то, я думаю, мы с вами разберемся и скинем. Ну а если вы есть в Sorare, то можем это вам пополнить счет в Sorare. Поэтому ведите себя активно, общайтесь в комментариях, и тогда один из вас сможет забрать 1000 рублей, и таких будет 5 человек, кто заберет по 1000 рублей.
бегом в комментарии и общайтесь, задавайте вопросы. Я думаю, после выхода интервью Кирилл на интересующие вас вопросы ответит. Смотри, ты теперь скоро будешь присоединяться к СОРЭР. Ну, допустим. Ну, допустим. Так. И я предлагаю сделать небольшой челлендж. То есть ты разбираешься в Локомотиве и как бы будешь играть игроками Локомотива. Да. У меня есть определенные карты, да, там желтые также карты, которые я когда-то купил, но я сильно ими не играю. Я буду играть этими картами. Мы с тобой зарубимся в ближайшие 4 игровые недели, Давай. которые будут по выходным, по клубам. Кто из нас займет выше суммарное место. То есть там занял 500 место, мы складываем. То есть если ты один раз занял первое место, а другой раз 500, то у тебя там 501 Понятно, место. да. То есть вот по Но такой системе я должен играть скоринга. игроками Локомотива. Да. А ты? А я вот кто у меня есть сейчас? В российской премьер-лиге? Нет. У То меня есть ты там... сам сказал, что российская премьер-лига медленная и ей плохо играть. Хорошо, давай, я покупаю Так. любой клуб называй, и я собираю состав оттуда. Да выбери любой премьер-лиги российской, кроме «Зенита», и против «Локомотива» сыграем. Почему против «Зенита»? Слушай, ну «Зенит», мне кажется, на данный момент с точки зрения футбола в другой лиге играет, поэтому немножко несравнимые вещи. Но хорошо, а как ты думаешь, сколько самый дорогой игрок «Зенита» стоит? И кто это? Не знаю, ну я должен, наверное... Ну, ты говоришь, что вратари все самые дорогие? Ну, обычно да. Обычно да, но я не знаю, Азмун должен быть самым дорогим, я думаю. Самый дорогой игрок в СОРЭР – это Малком. Малком продается за полэфира. То есть это $2000. А Азмун сколько стоит? Азмун стоит 0,3 эфира, то есть это примерно $1200. Не знаю, кстати, почему у Азмуна так мало показателей, да, и такая стоимость. Но, кстати, Малком набирает очень много за счет ключевых передач. Да, это он рекордсмен премьер-лиги, да. То есть чем больше ты под удар отдаешь, тем нападающего больше. Спасибо большое, Кирилл, за то, что он пришел к нам. Надеюсь, это не последний человек, кто пришел извне проекта, и будут приходить еще. А также не забывайте подписаться на канал, поставить лайк этому видео и, конечно же, удачи вам в игровых неделях. И не забывайте то, что если вы будете активно общаться в комментариях, то один из вас, вернее 5 счастливчиков, получат по 1000 рублей себе на счет. Поэтому пишите в комментарии и не стесняйтесь задавать вопросы. Спасибо, что позвал. Все, спасибо большое. Да, спасибо. Играйте в СОРЭР и получайте удовольствие. Всем пока.